Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, и вы на канале Дмитриев Сад. Сегодня опять поговорим про маркетинговые уловки, как не попасться на обман при покупке саженцев, рассады или семян. Итак, грядет уже новый весенний сезон, дачный сезон, и сейчас все активно закупаются различными удобрениями, саженцы, кто-то уже бронирует семена и так далее. И вот этот ролик, я думаю, что вам пригодится. Значит, вначале поговорим про саженцы плодовых культур. В этом году зима у нас очень морозная, особенно на территории Беларуси морозы у нас опускались ниже 30 градусов, и я думаю, что будет много подмерзаний, особенно молодых саженцев плодовых деревьев, косточковых культур в первую очередь. И, конечно же, многие дачники весной будут покупать новый посадочный материал. И как же не попасться на обман? Как купить что-то качественное? Значит, во-первых, ни в коем случае не покупайте саженцы где-то на обочинах дорог. Зачастую там продают некачественный посадочный материал, который не соответствует ни заявленному сорту, ни морозостойкости, ни устойчивости к заболеваниям. Зачастую огородникам, дачникам продают просто сеянцы. Иногда выкапывают сеянцы, непривитые абсолютно, и люди их купили, посадили, и выросла какая-то дикая яблоня непонятная. Бывают такие случаи. Надежнее всего покупать саженцы напрямую из питомников. Не из интернет-магазинов где-то, не со стационарных магазинов в городе, потому что там цены всегда будут дороже, а именно поехать в питомник, посмотреть на качество посадочного материала, и хорошую посадочную и хороший саженец выбрать, который не валялся где-то на складах несколько месяцев, с живыми хорошими корнями, не с подсохшими. На что еще стоит обратить внимание? В обязательном порядке обращайте внимание на почки у таких саженцев. Почему? Осенью в основном в питомниках выкапывают все саженцы, возят их на ярмарки какие-то, в магазины и так далее. И то, что не распродалось в осенний период, привозят назад в питомник и хранят в прикопе. Да, в прикопе хранить саженцы очень удобно. Их не сгрызут зайцы, они не так подмерзают, потому что зимуют под снегом. Но есть и минусы. Почему? Потому что под снегом почки могут повыедать грызуны, либо почки могут выпрять, если будут сильные зимние оттепели. Выпривают почки, и либо их мыши съедают. И вроде бы саженец красивый, хороший, все, гладенькая кора, никаких повреждений, а почки сопревшие. Либо их вообще нет. И зачастую дачники не обращают внимания на такую мелочь. Затем высаживают этот саженец. Вроде зелененькая кора, все хорошо, а почки все лето не распускаются. Какие-то, может быть, единичные почечки где-то распустились, но саженец не адаптировался, хорошо не прижился, и уже в первую зиму он вымерзнет, погибнет. Поэтому такой важный момент. Еще один момент. Эту тему я уже поднимал тоже в роликах. И недавно моя знакомая, блогер тоже на садово-огородную тематику, эту тему подняла. По поводу, подвоев для саженцев. Сейчас все саженцы, практически все саженцы яблони продаются на клоновых подвоях. Такие саженцы имеют ряд преимуществ. Они вступают раньше в плодоношение, они невысокого роста, всякие карликовые, полукарликовые, легче собирать урожай, легче ухаживать, но есть и минусы, и их, пожалуй, больше. Такие саженцы имеют слабую корневую систему. Зачастую при сильных ветрах их выворачивает с корнями. Под нагрузкой урожаем они могут выворачиваться с корнями. Такие саженцы очень часто генетически просто неустойчивы к раку европейскому. И самое главное, эти деревья недолговечные. Они растут лет 15-20, это в лучшем случае, затем погибают, и придется высаживать новый сад. Такие саженцы все-таки больше подходят для участков с близким залеганием грунтовых вод. Там их, конечно же, желательно высаживать, потому что негабаритная корневая, и там они будут расти, давать урожай. Для остальных участков все-таки я рекомендую использовать яблони на семенных подвоях. Почему? Да, действительно, это габаритные деревья, их трудно сдерживать путем обрезки, но это дерево долговечное. Вы посадили дерево, и 50 лет оно растет. Конечно же, оппоненты могут возразить, что габаритные деревья, а участки у нас маленькие, негде посадить. Но на самом деле вы можете посадить 2-3 таких дерева и привить
на них множество различных сортов. И на одном дереве у вас может быть и 10, и 20 сортов яблок. Много деревьев на участке не обязательно иметь. Вторая такая маркетинговая уловка – это пиар новых сортов и гибридов. Делают очень красивую картинку, где там кусты томатов, либо каких-то огурцов, перцев ломятся просто от урожая при суперинтенсивном уходе. Такое происходит, да, когда вот вокруг этого кустика танцы с бубнами устраивают. И получается такая картинка красивая, и зачастую люди ведутся вот на эту рекламу, покупают семена, сеют, а в итоге у них так не получается. Вырастает какой-то урожай, да, но абсолютно не такой, как на картинке. Такой урожайности вот эти сорта, либо гибриды не проявили. А почему? Потому что не было супер какого-то ухода. Вот поэтому лучше высаживайте надежные, проверенные сорта либо гибриды, которые вы выращивали ранее, и уже знаете, что они гарантированно дадут урожай. Вот эти все новинки, они не всегда оправдывают ожидания. И то же самое касается и по вкусу плодов. И зачастую вот эти новиночки стоят очень-очень дорого. В 5 раз дороже могут семена стоить, допустим, какого-то нового сорта, либо гибрида. А затем смотрите, через пару лет эти семена уже стоят 3 копейки. Вот так происходило, допустим, с томатом монгольский карлик. Как его распиарили блогеры везде. Ой, такой сорт, такая красота, прям гроздями эти томаты лежат на земле, не посынковать ничего не нужно. А как оказалось, эти томаты по вкусу, ну, никакие, кислые, только на какие-то заготовки могут идти. Ничего в них особенного нет. А стоили семена очень и очень дорого. Вот такие дела. Еще одна маркетинговая такая уловка от производителей удобрений. Это когда делаются заказные статьи, либо заказываются ролики у известных блогеров, где они разносят исконно вот такие применяемые удобрения в огороде. Пишут о вреде навоза, пишут о вреде древесной золы, о вреде компоста, потому что там якобы аспергилл заводится и так далее. Но эти статьи все заказные. В 99% случаев это все делается на заказ от производителей удобрений. Чтобы люди отказывались вот от этих простых и доступных удобрений, да, органических в первую очередь, в пользу различных минеральных либо органических промышленного производства и, опять же, вытягивание денег из народа. Да, я не против таких удобрений и покупных, я их использую на огороде, но все-таки основная масса удобрений органических, они у меня не покупные. Это куриный помет, который там у фермера беру, да, это компост, который я готовлю бесплатно, это древесная зола, которая остается от печки. И вот с помощью этих доступных удобрений я делаю основную заправку почвы. Покупные удобрения, будь то органические, будь то минеральные, я добавляю по ситуации при необходимости, либо для усиления эффекта какого-то, да, я их использую. Еще хочу обратить внимание на приписки к полезным свойствам удобрений. Зачастую вот я бываю на выставках в Москве, вижу стенды производителей, и прям волосы дыбом встают, что там написано. Там плюс 120% овощи будут накапливать больше микроэлементов и витаминов, если сыпать там какое-то удобрение, либо даже биопрепарат. Да? Но такого не бывает, чтобы овощи накопили там на 200% больше микроэлементов либо витаминов. Почему? Если у вас растение получает все необходимое, в достатке хватает влаги, света, тепла, вы делаете подкормки, заправку почвы органикой, там какие-то еще удобрения применяете, да, оно и так будет в себе иметь все необходимые микроэлементы и витамины. Каким образом какое-то удобрение поможет овощам накапливать там на 200% больше каких-то микроэлементов и витаминов? Ну, это абсолютно какой-то вот такой маркетинговый ход. Значит, что еще хочу сказать по поводу биопрепаратов. Опять же, нужно эту тему затронуть. Сейчас я вижу в интернете появляется много вот таких хейтеров, которые в роликах у других блогеров и у меня, я смотрю вот такие тенденции, отслеживаю, пишут про вред биопрепаратов. Начинают придумывать, а вот биопрепараты не исследованы, ведут каким-то там заболеваниям могут приводить.
получить, они неэффективны и так далее, и так далее. Даже какие-то там статьи целые появляются. И опять же, вот начинается вот этот хейт, давление на производителей биопрепаратов. Почему так происходит? Сейчас люди активно просыпаются, как говорится, и начинают применять в своих огородах экологические способы земледелия, пользоваться препаратами. Естественно, прибыль у компаний, которые производят различную химию, падает, и оттуда и растут, как говорится, ноги. Поэтому стоит всегда с каким-то критическим мышлением относиться к информации и ее проверять, а не слепо доверять. Еще хочу вам показать, вот у меня закваска есть Новоспорин от Тутагра, это сенная палочка. Я очень часто про эту сенную палочку рассказываю, не только от Тутагра, но и от других производителей, конечно же, в роликах я рассказываю. Использую все это на огороде, естественно, для обработок в летний период. Но иногда и про биопрепараты преувеличивает очень сильно. Я понимаю, что блогеры, всем как-то нужно жить, где-то зарабатывать денежку на рекламе, и я это делаю, это не секрет, но нужно быть объективным. И вот видел недавно, вот буквально на днях у блогера, и он рассказывает: вот, вы все такие тупые, дураки, обрабатываете сад химией весной, а я в период цветения обрабатываю свои косточковые сенной палочкой, и у меня никакого манилиального ожога нет, у меня деревья здоровые, прям сенная палочка, значит, спасение от всех проблем. Ну, это же абсолютно не так, это, ну, абсолютно ложная информация. Сенная палочка не защитит деревья от манилиального ожога в период цветения. Болезнь разносят насекомые-пылители зачастую, либо ветер. Да? Насекомая, значит, пчелка полетела на дерево больное, взяла оттуда пыльцу и вот с этими вредоносными спорами на ваше здоровое дерево принесла, и дерево заболело. А сенная палочка, она не спасет от вот этой заразы. Сенная палочка, тем более в период цветения косточковых, она практически не работает. Косточковые цветут ранней весной. Температура для их работы не подходящая. Та же сенная палочка ниже, чем плюс 18, она практически не будет работать. Сенную палочку нужно применять в теплый период года. Это не раньше, чем середина мая. Вот тогда, да, действительно, в теплый период, когда подходящие условия, она очень хорошо будет работать, да, защищать наши растения от различных заболеваний. Но не весной, никак не весной, поэтому биопрепаратам тоже не нужно приписывать какие-то чудесные свойства. Нужно всегда быть объективным и рассказывать правду, как они работают. И отсюда еще и хейт может появляться, да, вот этот блогер рассказал такую информацию у себя в ролике, люди испробовали, а у них деревья заболели манилиальным ожогом, да, засохли. И потом начинается хейт. Вот, вы все обманываете, сенная палочка не работает. Ну, конечно, не работает, когда для нее нет подходящих условий. Поэтому с биопрепаратами, опять же, нужно уметь работать и применять их. Еще один момент про биопрепараты. Неважно, у вас сенная палочка, там от Тутагра, от другого производителя, у вас там триходерма, Баверия. Все эти биопрепараты хорошо работают, когда их применяют регулярно на огороде. Если вы один раз за сезон там сенной палочкой что-то обработали, не ждите никаких чудес. Сенной палочкой нужно тогда работать постоянно, каждые 2 недели делать обработку по листу, либо там под корень поливать. Да, тогда действительно биопрепараты будут работать. Опять же, сенная палочка — это живой микроорганизм. Ей необходимо питание. Если вы в почву не вносили органику, да и минеральных удобрений, может быть, там ограниченно очень вносили, да, у вас растения сидят в обедненной почве, такие полуживые, и вы там обрабатываете что-то, подливаете сенной палочкой, ну, никакого эффекта практически не будет. Любым микроорганизмам необходимо питание. И сенной палочке, и триходерме необходимо питание, и даже той же Баверии и метаризиуму необходимо питание. Да, вот эти метаризиум, Баверия, они, значит, питаются насекомыми, да, уничтожают их, но когда насекомых нет никаких, они переходят на питание растительными остатками, органикой. Поэтому нужно все делать правильно, и тогда биопрепараты будут работать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, про что бы вы хотели еще услышать. Вот какие маркетинговые уловки вы встречали где-то в интернете, в питомниках и так далее. Будем в роликах еще эту тему поднимать, потому что сезон не за горами. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч.